Буратино и золотой ключик. А какой вы темпера рисуете? Темпера ПВА или темперные поливинилацетатные краски? По-моему, это одно и то же. Буратино и золотой ключик. У меня темпера мастер-класс. На ней написано темпера поливинилацетатная. Краска проверенная, очень хорошо держится и на холсте, и на бумаге. Миляуша Агафонова услышала от одного художника, что для того, чтобы красиво писать пейзажи, нужно хорошо изучить анатомию человека. Перевариваю теперь эту информацию. Людей писать не собиралась совсем. Хотела услышать ваше мнение. Спасибо. Вы знаете, вот я знаком с Сашей, например, Бобровым. Мы часто пишем вместе. Я не видел, чтобы он людей писал, а пейзажи блестящие. Так что я не согласен, что анатомия человека может как-то помочь в живописи пейзажа. Какая тут связь? Давайте вместе подумаем. На мой взгляд, очень важно разбираться в перспективе и не делать ошибок в ней. И важно воспитывать видение тонких тональных отношений тонких, и составлять некую мозаику композиции. Вот на это направить все свое внимание, чтобы делать много различных зарисовок, нашлепков по решению композиции этого же одного мотива. И так попробовать и шире угол форматировать это, большим таким веером смотреть, узким, более узким. По-разному кадрировать пространство. Может быть, завести себе такую рамочку, просто дырочку в картонке сделать, и ближе подвигать, дальше. И это может помочь в том, чтобы находить более интересные, выразительные решения композиционные. Наведете вы эту рамочку на человека, и анатомию вы, например, не знаете. Да ладно. Мне кажется, преподаватель, который произносил такую фразу, имел в виду, мне кажется, может быть, нечто другое. Нам говорили педагоги, что почему мы рисуем с вами модель обнаженную. Только по одной причине, что это самая сложная форма в пространстве. И если вы научитесь ее рисовать, вы сможете нарисовать все, что угодно. Любой домик, дерево и так далее. Форма располагается в пространстве, сложная очень форма. И из сочленений вот этих объемов нарисовать это все в пространстве, научиться видеть трехмерно любой объем, конечно, это очень сильно помогает в живописи пейзажа, натюрморта, чего угодно. В этом суть умения рисования. Может быть, об этом говорил ваш профессор. Начинается все с рисования простых объемов, кубов, всяческих там теловращения, шариков, шар такой белый. Потом мы переходим к рисованию более сложных фигур, их несколько может быть, в пространстве, и к человеку переходим, понимая человека как сочетание простых объемов в пространстве. И постепенно переходим, усложняем задачи и рисуем ракурс. Друзья, я записал второй урок по наброскам карандашом. Есть некий прием, универсальный прием рисования объемов, который поможет вам избегать ошибок в рисунке. Это практический урок, то есть вы берете карандаш, бумагу и рисуете вместе со мной, изучаете фигуру человека. Почему человека? Потому что это самая сложная форма в пространстве. И научившись рисовать ее, а я предлагаю довольно сложные ракурсы, вы сможете нарисовать все, что угодно. Второй урок сложнее, чем первый, потому что ракурсы сложнее. Но прием, который я показываю, позволит справиться с ними. За дело, друзья. Ссылка на школу в описании к каждому видео. Смелее нажимайте на нее. Справа на сайте, если возникнут проблемы, есть пошаговые инструкции, как купить урок.
Артист. Очень нравится ваша живопись, манера письма. К сожалению, в ваших пейзажах не могу почувствовать пространство, прочувствовать. Дальний план, простор. Не могу понять, с чем это может быть связано. Из-за густоты краски, может быть. То, что смотрю картины с монитора, в счет не берем, спасибо. Но вряд ли густота краски может на это влиять. Я экспериментирую с разной густотой, и для меня часто в работах важна декоративность, например. Важен цвет пятна, композиционные решения. Какой-то отправной точкой для меня в живописи всегда был Коровин Константин. Картины у меня разные. Есть пространственные картины, есть не очень. Это зависит всегда от настроения, от задач, которые я ставлю в этот момент, когда работаю над тем или иным мотивом. Они просто разные. Если вы посмотрите много работ, я не знаю, там тысячи, да, моих, вы увидите, есть пространство в одних, в других нет. Это зависит от того, как мы смотрим. Может быть, это связано с тем, что мы просто видим с вами по-разному. Я вижу вот определенным образом, и то, что вижу, пропуская это через свое ощущение, пишу это ощущение, пишу впечатление. И если я работу показываю, значит, она завершена. Значит, я ее вижу такой. Бывает так, что я ее начинаю исправлять. Бывает так, что могу убить работу, исправляя, улучшая, а выходит просто иное решение. Оно может быть, оно просто другое. И это мой поиск, который остановить невозможно. Я его не могу остановить. Дмитрий Федяев. Смотря ваши видео, я понимаю, что одна из основных проблем художников – это отсутствие постоянства в характере самого себя. И это не то, чтобы проблема. С этим нужно просто смириться. Добавить больше ничего не могу. Кто меня понимает, тот поймет. Если я не прав, прошу вас поправить. Может быть, можно перевоспитать свой характер. Можно. А быть таким постоянным, как вы, не каждый может. Писать картины, выкладывать видео каждый день и так далее. Складывается впечатление, что вы железобетонная стена, имеющая добрый и теплый характер, при этом идущий к своей цели. Так далеко немногие могут. Ну, у каждого из нас свои ресурсы, свои цели, задачи. Мне кажется, в любом деле каждый из нас проявляет себя, может проявлять наилучшим образом, если для него есть какая-то цель, если он к ней идет. Ну, конечно, нужна какая-то дисциплина. Мы все время выбираем, даже если мы лежим на диване и не выбираем какую-то интенсивность, это же наш выбор лежать. Вот я сел, да, и думаю, посижу. И вот уже лежу. Это выбор. Мне нравится активная жизнь. Я похож на лягушку, которая вот взбивает молоко, чтобы выбраться из этого блюдья, чтобы взбить масло. Мне нравится больше активность. Это все связано, мне кажется, Дмитрий, с мотивацией. Для чего все это? Для чего я сейчас просто сижу и смотрю кругом, как кошка сидит у меня вот сейчас на подоконнике и смотрит? Для чего мне это вообще тело, жизнь, вот сегодняшний день, он для чего? И из осознавания этого момента проистекает мысль, как потратить этот час, день, месяц, жизнь. Художник – дело такое трудное, и много лет, может быть, пройти, быть потрачено на то, чтобы почувствовать новый уровень качества своего мастерства. Вы меня просите сообщить о классах предстоящих. Ну, я уже говорил, еще раз напомню, что класс будет на майские праздники в Гурзуфе. Будем писать глицинию, 2 группы. Записывайтесь
И будет в самом начале июля класс тоже в Гурзуфе. Вы можете уже записываться. Онлайн-школа живописи работает. 10% скидка на все уроки. Заходите.